Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такую салфетку. Но именно не ее, эта салфетка у меня уже связана давно. Сейчас прикреплю на экране вариант салфетки, который я вязала еще раньше. Можно вязать, конечно же, в любом цветовом сочетании. Вот это у меня такая яркая. Я буду вязать из ниток. Вот сейчас набрала вот такие. Палитра у меня черненькие еще. Вот. Все из остаточков. Но мне нужно именно такой. В такой гамме цветовой под интерьер. Это так захотел заказчик. Буду комбинировать по ходу вязания. Посмотрю, как располагать цвета. Буду решать все в процессе работы. Это нитки ирис. И вот черного ириса у меня нет. Я беру пеликан. По толщине они примерно одинаковые. Но пеликан, конечно, чуть-чуть потолще. Но ничего страшного. Черного я много добавлять не буду. Так, и вот такой молочный. Это тоже пеликан. Ну, посмотрю. Какие-то, может быть, добавлю еще, какие-то убавлю. Но минимум надо 6-5 цветов, чтобы было для такой салфетки. Вот на этой салфетке я насчитала, по-моему, 7 оттенков разных. Не оттенков, а цветов. Тут 2 оттенка красного, 2 оттенка голубого. Вот. Что у нас получится, узнаем в конце видео. Всегда вязание такой салфетки — это творческий процесс. Мне кажется, ее невозможно повторить. Даже сейчас я буду вязать, глядя на эту салфетку, но все равно что-то у меня изменится, что-то убавится, что-то прибавится. Так, размер такой салфетки у меня получился. Но опять же, не знаю, какая в этот раз будет. Так, вот, 39 сантиметров. Крючок буду использовать 1,25. Это мой любимый крючок, так что вооружайтесь крючками, которыми вам удобнее всего вязать. Потому что работа, мне кажется, непростая здесь. Сколько рядов получится, тоже сейчас сказать не могу. Это узнаем мы только в конце этого видео. Как будет кайма тут ложиться, будем смотреть все и решать по ходу работы. Если вам нравится эта салфетка, ставьте большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Еще должна сказать обязательно, что идея этой салфетки принадлежит чудо-мастерице Елене Строкиной. Можете зайти на ее страницу в Инстаграм или ВКонтакте. Найдете много ее работ этой салфетки. Вдохновитесь, там разные цветовые сочетания у нее подобраны. Может быть, вам что-то подскажет, как сделать лучше вам. Связана эта салфетка на базе 2 схем скомбинированных. Сейчас я прикреплю их на экране. Можете сделать скрин экрана. Но это не значит, что мы будем точно вязать по схемам. Будем их модифицировать, изменять. Добавлять интересные элементы. Так, ну давайте приступим. Готовьтесь, что будет частая смена нити. Придется прятать много кончиков, но мы их будем стараться сразу обвязывать, какие возможно. Какие-то придется прятать в конце работы. Это кропотливая работа. Такой труд, но никуда от этого не деться, если хотим получить вот такой замечательный результат.
Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в колечко в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема и в кольцо провязываем 16 столбиков без накида. Обвязываем колечко, хвостик сразу мы также прячем, обвязываем. 2, 3, 4. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся в конце ряда. Провязали 16 столбиков без накида и делаем соединительную петлю в первый столбик без накида. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Делаем 2 накида и в следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 2 накида, в следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Провязали начальный сплит из 3 столбиков с 2 накидами. Далее арка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида и вяжем сплит из 3 столбиков с 2 накидами. Первую ножку вяжем в тот же столбик, куда провязывали последнюю ножку предыдущего сплита. Столбик с 2 накидами не до конца. 2 накида. В следующий столбик вяжем вторую ножку. 2 накида. И в следующий столбик вяжем третью ножку. 4 петли, закрываем. Сплит готов. Снова арка из 6 воздушных. Давайте хвостик мы сразу отрежем, чтобы он нам не мешал. Мы его обвязали и никуда не денется. Так. Все, продолжаем вязать самостоятельно. У нас получится 8 таких сплитов и 8 арок из 6 воздушных петель. Подходим к концу ряда, доделываем последний сплит, третью ножку вяжем в первый столбик без накида, откуда у нас выходила первая ножка начального сплита. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем соединительный столбик в вершину начального сплита. Соединили. Все, закрепочку делаем. Нитку я отрезаю. Я думаю, все будут вязать эту салфетку цветную, поэтому сразу говорю, в каком месте отрезать, в каком присоединять. Так. Возьму нитку вот такого светло-бежевого цвета. Хвостик можно сразу в косичку, в цепочку в эту вплести, чтобы обвязать. И потом не нужно будет его прятать, хвостик. Вот так. Итак, присоединяем новую ниточку ближе к правому уголочку, к любой арке. Присоединили и вяжем третий ряд.
3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И сюда же, в эту арку, провязываем 8 столбиков с накидом. Итого у нас получится 9 столбиков в эту арку. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, хвостик мы обвязали. Можно будет его отрезать. Точно никуда не денется. 1 воздушная петля. И теперь в следующую арку также провязываем 9 столбиков с накидом. Воздушная петля. Вяжем по кругу и встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик с накидом. 1 воздушная петля. И делаем соединительный столбик в вершину начального столбика, в 3-ю воздушную петлю подъема. Так. Ниточки немножечко рассваиваются. Все, делаем закрепку. Третий ряд готов. Вяжем 4-й ряд. Присоединяем нитку к первому столбику на группе из 9, но крючок заводим сзади наперед, присоединяем как бы изнаночным рельефным столбиком. Ниточку перехлестнули. Сейчас посмотрю тут сзади, чтобы она была сверху на рабочей нити. Все, подхватываем рабочую нить. Все, прикрепили. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, накид, и вокруг следующего столбика. Так, хвостик, наверное, потом спрячем. Также крючок заводим сзади наперед, провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Накид, вокруг следующего такой же столбик, рельефный изнаночный с накидом. Так, провязываем 9 столбиков вокруг каждого. Давайте провяжем их и встретимся. Провязали. 1 воздушная петля. Переходим к следующей группе из 9 столбиков. Давайте хвостик мы с вами заправим этот на изнаночную сторону. И также вокруг каждого столбика провязываем по столбику рельефному изнаночному с накидом. Итак, продолжаем вязать. У нас будет 8 групп по 9 столбиков изнаночных и между ними арка из 1 воздушной петли. Встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик с накидом рельефный изнаночный, 1 воздушная петля. И делаем соединительный столбик в вершину начального столбика с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема, вот за 2 петелечки. Закрепляем. Четвертый ряд у нас готов. 5-й ряд повторяет 4-й ряд. Также провязываем
9 столбиков в каждую группу из 9. Так, рельефные изнаночные столбики с накидом. Также крючок заводим задом наперед. Прикрепили ниточку. Три воздушные петли, начальный столбик, накид, и вокруг каждого столбика снова провязываем по столбику с накидом рельефному и изнаночному. Провязали 9 столбиков. Далее делаем 2 накида, вставляем крючок в арку из воздушной петли второго ряда и заводим. Так, вот смотрим. Можно вот сверху вниз. Здесь без разницы. Давайте сверху вниз. Обхватываем. Арочку и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Вот так. Так выглядит сбоку. Так, теперь вокруг следующих 9 столбиков провязываем изнаночные рельефные столбики с 1 накидом. Провяжем эти 9 столбиков и далее вот в арку из 1 воздушной петли, вот здесь, так, подхватим и провяжем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. У нас получится вот такая перемычка. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали 9 столбиков с 1 накидом и делаем последний рельефный лицевой с 2 накидами. Завершаем наш ряд. Делаем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Если салфетка немножко сборит, фалдит, ничего страшного, потом все растянется. Делаем закрепку. Вот что получается. Так, 5-й ряд у нас готов. Далее я беру нитки, возьму ярко-красного цвета. Но это не алый цвет, тут еще камера немножко искажает. Он такой приглушенный красный у меня. Но вы подобрали свои сочетания. Так, присоединяем также рельефным изнаночным столбиком к первому столбику из группы из 9 столбиков. Хвостик перекидываем. Вот так. И вяжем 6-й ряд. Этот ряд у нас будет дополнительный, чтобы немножко салфетку увеличить, потому что за счет того, что у нас столбики рельефные, у нас немножко сжалось вязание. Мы же схему изменяем. Так, 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом.
И вокруг следующих 8 столбиков также провязываем рельефные изнаночные столбики с накидом. Очень красивое сочетание, мне прям нравится, как индийское племя. Так, давайте провяжем эти 9 столбиков и встретимся. Вот такие индийские мотивы. Провязали 9 столбиков, 1 воздушная петля, пропускаем лицевой столбик и вокруг следующих 9 также провязываем по столбику изнаночному рельефному с одним накидом. Далее пропускаем лицевой столбик, 1 воздушная петля над ним, арочка, и снова 9 столбиков. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Ну вот, провязали последние 9 столбиков, 1 воздушная петля и делаем соединительный столбик, вершину начального столбика. 6 ряд у нас готов. Вяжем 7 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 1 воздушная петля, пропускаем столбик и в следующий вяжем столбик с накидом. Одна воздушная, пропускаем столбик с накидом, 1 воздушная, пропускаем столбик с накидом, 1 воздушная, пропускаем и в 9 столбик вяжем столбик с накидом. Итого мы провязали 5 столбиков, считая первый начальный. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Переходим к следующей группе из 9 столбиков и также вяжем на ней 5 столбиков. В первый столбик с накидом, воздушная петля, пропускаем в третий, в пятый, в седьмой, в девятый. И между этими группами арочки из 3 воздушных петель. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и делаем соединительный столбик, вершину начального столбика с накидом в 3 воздушную петлю подъема. Седьмой ряд у нас готов. У нас получилось 8 арок из 3 воздушных петель. 5 и 8, 40 столбиков с накидом. И 4 на 8, 32 арки из 1 воздушной петли. Это так, для проверки. Вяжем 8 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 1 воздушной петли. 3 воздушные, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. В следующий столбик провязываем столбик с накидом. Теперь в арку столбик с накидом. В следующий столбик, в арку, в столбик, и в арку последнюю. Вот в последний 5-й столбик мы не провязываем. Итого у нас получилось 7 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В следующую арку из 3 воздушных провязываем столбик без накида. 3 воздушные, пропускаем столбик и вяжем столбик с накидом в следующую арку. И еще 6 столбиков, как и на этом лепесточке. Далее у нас будут 2 арки из 3 воздушных петель. Такие. И так вяжем по рисунку. Провязали арку из 3 воздушных петель
И делаем соединительный столбик, вершину начального столбика с накидом. 8 ряд у нас готов. Вяжем 9 ряд. Делаем соединительный столбик, следующий столбик, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. 1 воздушная петля, арка, накид, пропускаем столбик и в следующий вяжем столбик с накидом. 1 воздушная, пропускаем в следующий столбик с накидом. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, столбик без накида в следующую арочку из 3 воздушных петель. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, в следующую арку столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, пропускаем первый столбик и в следующий вяжем столбик с накидом. 1 воздушная петля, пропускаем в следующий столбик с накидом. Воздушная петля, пропускаем столбик с накидом. На этом лепестке у нас 3 столбика с накидом получается. Далее идут 3 арки из 4 воздушных петель и продолжаем вязать самостоятельно. Встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 4 воздушных петель и делаем соединительный столбик, вершину начального столбика с накидом в 3 воздушную петлю подъема. Не забываем оставлять арочку из 1 воздушной петли. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку, 2 воздушные петли, это первая ножка сплита. Далее делаем 2 накида и вокруг следующего столбика провязываем кластер из 2 столбиков лицевых рельефных, но не до конца провязываем. Так, сделали 2 накида, заводим крючок вокруг следующего столбика спереди назад, вытянули рабочую нить и закрываем 2 накида. Еще раз делаем 2 накида и вокруг этого же столбика заводим крючок и закрываем 2 накида. 3 петли на крючке, накид, и теперь вокруг следующего столбика с накидом, не вокруг, а в его вершину, вот последний 3 столбик, провязываем столбик с 1 накидом не до конца, закрыли накид, 4 петли на крючке, закрываем. Мы с вами провязали сложный сплит, вот такая будет верхушечка у лепестка. Далее 4 воздушные петли, мы сейчас еще его повторим. Провязали арку из 4 петель, столбик без накида в следующую арку, снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, столбик без накида в следующую арку, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, в следующую арку столбик без накида и последняя арка, 1, 2, 3, 4, вот 4 арки. И теперь снова делаем сплит. Итак, первую ножку это столбик с 1 накидом в следующий столбик, 2 петли на крючке, 2 накида, вокруг следующего столбика провязываем 2 столбика рельефных лицевых с 2 накидами, первый и второй. Так, теперь 1 накид и в 3 столбик вяжем столбик с 1 накидом не до конца, 5 петель на крючке, закрываем.
Провязали сплит. Они у нас такие объемные получаются, рельефные. Далее идут 4 арки из 4 воздушных петель. Продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Нам осталось провязать последнюю арку, и вместо нее мы делаем одну воздушную петлю и столбик с накидом в вершину начального сплита. Формируем арку. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд. Набираем цепочку с 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку. И так вяжем по кругу. У нас все арки из 5 воздушных петель. Здесь мы сплит пропускаем. В следующую арку также провязываем столбик без накида. Все, дальше вяжем самостоятельно. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных петель и делаем соединительный столбик в основании первой цепочки из 5 воздушных петель в начало ряда. Вот сюда. Соединяем. 11 ряд у нас готов. Ниточку я отрезаю. Так. Берем теперь, можно и серый цвет, сейчас красиво будет. Давайте вот этот бежевый. Такого еще нету, введем его. Итак, красную сейчас уберу, чтобы нитки не спутывались. Вот смотрим, у нас вот лепесточек, над ним арка, и вот к следующей арке. Чтобы не сбиваться со схемы, будем так вязать. Присоединили, вяжем 12 ряд, 5 воздушных петель, 3 накида, и в эту арку провязываем столбик с 3 накидами. Это у нас начальный сплит из 2 столбиков с 3 накидами. Далее арка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова делаем 3 накида. И в эту же арку, хвостик как раз мы сейчас обвяжем, провязываем столбик с 3 накидами не до конца. Две петли на крючке, 3 накида и еще один столбик с 2 накидами сюда же, в эту же арку, не до конца. 3 петли на крючке, снова делаем 3 накида, и теперь в следующую арку, так, хвостик мы уже убираем, провязываем столбик с 3 накидами не до конца, 3 накида, и в эту же арку еще один столбик с 3 накидами не до конца. 5 петель на крючке,
закрываем. Это у нас 2 кластера, в итоге получается сплит из 4 столбиков с 3 накидами. Сейчас еще раз провяжем. Далее идет арка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 3 накида. Провязываем столбик в эту же арку не до конца. Закрываем 3 накида. Снова 3 накида. 1, 2, 3. Сюда же провязываем второй столбик с 3 накидами. 3 накида. Теперь в следующую арку также делаем 2 столбика с 3 накидами, не до конца. Выполняем второй кластер. 5 петель, закрываем. Вот такой сплит. 5 воздушных. Давайте еще раз. В эту же арку 2 столбика с 3 накидами и 2 столбика в следующую арку. У нас получается сложный столбик с общей вершиной. Пять воздушных петель арка. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда. Нам нужно доделать начальный сплит. Делаем 3 накида. В эту же арку провязываем кластер из 2 столбиков не до конца. Три петли на крючке, вставляем крючок в вершину начального кластера, подхватили рабочую нить и протягиваем через все петли. Все, 12 ряд у нас готов. Нитку отрезаем. Что у нас получается? Следующий ряд буду вязать вот этой светлой ниточкой. Присоединяем к вершине любого сплита. И вяжем 13 ряд. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, 3 накида, и в эту же вершину, куда мы присоединяли нитку, провязываем столбик с 3 накидами. Это у нас кластер из 2 столбиков с 3 накидами. Далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 накида, и в эту же вершину провязываем кластер из 2 столбиков с 3 накидами не до конца. Итак, провязываем 3 накида, закрываем 1, 2, 3, снова 3 накида. Сюда же вставляем крючок 1, 2, 3, 3 петли на крючке, 3 накида, и теперь в следующую вершину следующего сплита вставляем крючок и провязываем такой же кластер из 2 столбиков с 3 накидами. Первый столбик, 3 накида и второй столбик. 5 петель на крючке, закрываем. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 накида. И теперь вяжем снова сплит такой же. Первая ножка в тот же
Сплит, вторая ножка в следующей. Каждая ножка состоит из 2 столбиков, из 2 кластеров. И между ними арки из 6 воздушных петель. Все, продолжаем вязать самостоятельно. И встречаемся в конце ряда.